Севастополе раздались взрывы, Россия модернизирует свои ракеты, а Z-пропагандисты теряют аудиторию. Обо всем этом и не только расскажу подробнее. В эфире Нехта самые важные и интересные новости. В оккупированном Севастополе были слышны около 10 взрывов. Так называемые власти заявили о ракетной атаке. Россия начала получать баллистические ракеты из КНДР. Готовится поставка из Ирана. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются. Правоохранители в Киеве задержали серийного убийцу. Мужчину искали по всей стране еще в прошлом году. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. В оккупированном Севастополе были слышны около 10 взрывов. Российский ставленник Развожаев заявлял о большом количестве воздушных целей, однако утверждает, что все они были подавлены. В социальных сетях публикуют видео подавления. Телеграм-канал «Крымский ветер» заявляет о попадании ракеты в воинскую часть. Как сообщают очевидцы, на место прилета было направлено большое количество скорых и пожарных машин. Что это у нас? Район 5-го километра, наверное. Весь день Россия праздновала день рождения Кирилла Буданова. Сообщается, что на военном аэродроме Шагол в Челябинске произошел пожар, в результате которого пострадал Су-34. Самолет принадлежал авиаполку 21-й смешанной дивизии ВКС РФ. В аккаунтах ГУР Украины опубликовано видео горящего бомбардировщика. Огонь охватил нижнюю часть самолета. Насколько серьезны повреждения, пока не ясно. Но намек на горячий старт 2024 года понятен всем. Россия планирует оснащать крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами. Из документов стало известно, что Минобороны РФ поставила задачу инженерам модернизировать имеющиеся ракеты кассетным блоком. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Пока не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет, однако призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения. Также сообщается, что Россия планирует купить баллистические ракеты малой дальности у Ирана и в течение последних недель уже начала получать ракеты из Северной Кореи. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются. В декабре 2023 года россияне посетили учебный полигон в Иране, чтобы наблюдать за баллистическими ракетами. Как пишет Wall Street Journal, желание Москвы приобрести ракеты у Ирана было очевидным. США опасаются, что усиление сотрудничества РФ с Тегераном не только поможет России в войне, но и улучшит военный потенциал Ирана на Ближнем Востоке. Эксперты подчеркивают, у нас на глазах формируется новая ось зла. Мы когда говорим ось зла, это Путин, Россия, это Китай, это Иран. Понятно, что Северная Корея просто, скажем, муляж Китая. И страны центральноазиатских государств. Это вассалы Путина. Вот взаимодействие этих стран сейчас уже оформляется юридически и дипломатически, и на уровне, скажем, прямых трансляций. Правоохранители в Киеве задержали серийного убийцу. Мужчину искали по всей стране еще в прошлом году. Последняя его жертва – женщина, которую фигурант убил 2 января. Предварительно известно, что мужчина напал на нее, после чего ограбил, забрав ювелирные изделия. Их правоохранители нашли у подозреваемого при задержании. Похожий случай, как отмечается, был в прошлом году в Оболонском районе Киева, а также еще более 10 таких произошло по всей Украине. Предварительно задержанному 37 лет, и он является гражданином Узбекистана. В Украине находится незаконно, сейчас проверяют его причастность к другим преступлениям.
Z-каналы массово теряют подписчиков, а политические ток-шоу – зрителей. С таким заголовком вышло расследование у издания «Можем объяснить». Сообщается, что рейтинг шоу Владимира Соловьева упал в 1,5 раза, а у пропагандистских сайтов обвалились просмотры. РИА Новости, Известия, Комсомольская правда за год потеряли от 9 до 20 миллионов посетителей. Люди уходят из ящика и пытаются пойти в интернет. Но и в интернете их ждет сюрприз, потому что там они зачастую могут не найти пропаганду. О чем речь? Мы рассказываем о том, что вот главные пропагандистские медиа, которые есть в интернете, РИА Новости, Комсомольская правда, Царьград, Московский комсомолец, Лента и Газета, они теряют свою аудиторию. Почему? Тут большой привет вот тем ребятам из Кремля, которые постоянно говорят, что нам плевать на эти санкции, они нас никак не заботят и никак на нас не влияют. История с падением аудитории вот этих вот пропагандистских медиа напрямую связана с санкциями, потому что все эти сайты отключил Google. Google Discovery — это рекомендательная система очень популярного браузера Google Chrome. Вот раньше можно было зайти в Google Chrome, и он выдаст подборку РИА Новости, КП, Лента и Царьград. Сейчас этих медиа нет. Z-каналы тоже не остались в стороне. Отток аудитории начался после неудавшегося мятежа Пригожина. Больше всего отписок у военкоров, которые теряют почти по 1000 подписчиков в день. Канал Варгонза с июня потерял более 200 тысяч подписчиков. А военкор ВГТРК Александр Солодков вообще перестал быть миллионником. В июне на него были подписаны 1 миллион 80 тысяч человек, а сейчас всего 944 тысячи. Группа сотрудников предвыборного штаба Джо Байдена написала письмо главе Белого дома с требованием добиться прекращения огня в Газе. Анонимные сотрудники также призвали прекратить военную помощь Израилю и выступили за деэскалацию в регионе, включая освобождение заложников. Как ваши сотрудники, мы считаем, что для вас является как моральным, так и избирательным императивом публично призвать к прекращению насилия. Соучастие в гибели более 20 тысяч палестинцев, 8200 из которых дети, просто не может быть оправдано. Представитель компании отказался комментировать письмо, но подчеркнул, что позиция Байдена ясна. Израиль имеет право и должен оборонять своих граждан после теракта 7 октября. Это уже не первое подобное обращение к президенту США. В декабре 130 сотрудников Министерства нацбезопасности призвали к немедленному прекращению огня в Газе. Первый день Нового года в Японии начался с мощного землетрясения, магнитудой почти 8 баллов. Произошло оно на полуострове Нота в понедельник днем, сравняв дома с землей. Тем временем синоптики прогнозируют ледяную катастрофу в пострадавших регионах, сильные дожди и оползни. Разрушенные дороги и поврежденная инфраструктура затрудняют спасательные работы. А точное количество жертв остается неясным спустя несколько дней после трагедии. Власти подтвердили на данный момент 84 случая смерти, что делает это землетрясение самым смертоносным в Японии с 2016 года. Власти Тайваня заявили, что пожертвуют почти $500 000 на оказание помощи пострадавшим от стихии. Японская чрезвычайная ситуация – это также и тайваньская чрезвычайная ситуация. Я надеюсь, что люди, пострадавшие от землетрясения, смогут вернуться к нормальной жизни в кратчайшие сроки. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.